Сознание Кришны, тут нет потерь, даже если оно несовершенным образом реализуется. Мы должны это хорошо понимать, но с другой стороны, мы должны также другую вещь хорошо понимать. Мы должны понимать, что особенно для людей, которые только начинают свой путь сознания Кришны, мы должны эту веру, их веру очень сильно охранять. Есть история про Бхактисиддханту Сарасвати Такура, я не знаю, может быть, ее рассказывали вам, которая иллюстрирует очень хорошо этот момент, когда он направил нескольких своих брамачари открыть храм, проповедовать. Они стали проповедовать, у них был успех, он приехал к ним, он порадовался их успеху, они были очень воодушевлены, все шло хорошо, они рассказывали людям о святом имени, люди принимали святое имя, много людей стало приходить вместе, стали петь киртаны. Он сказал им: хорошо, у вас есть успех, теперь открывайте храм. Они еще больше воодушевились этой миссией, они стали трудиться изо всех сил, много людей привлеклось, появились какие-то люди состоятельные, которые захотели им помочь. Он назначил им дату. Он сказал, что к этой дате вы должны во что бы то ни стало построить здесь замечательный храм. Вот, и в своем желании так или иначе исполнить волю духовного учителя они сделали одну маленькую ошибку. Даже не ошибку, нельзя даже в полном смысле этого слова назвать ошибкой. Один из брамачари, их духовных братьев, который находился в храме, повел себя неправильно с какой-то женщиной, жившей по соседству. И его очень сурово отчитали. Справедливо, заслуженно. Но на следующее утро он исчез вместе со всеми своими вещами и не появлялся. Так или иначе, люди попытались его найти, отыскать, но ничего не получилось. Но они сказали: ну, в конце концов, что мы можем сделать? Я не думаю, что они сказали: лес рубит, щепки летят, но иногда философия примерно такая: без потерь не обойтись. Они продолжили свою деятельность. Они готовились к приезду Бхактисиддханты Сарасвати, храм уже был готов, были божества, все остальное. Он приехал, он был очень доволен, огромный пир был приготовлен, все. Он обошел все, осмотрел, на следующий день было назначено все это. Вот. Он спросил: где этот брамачари? Один единственный, который исчез. Ему объяснили всю эту историю. Он сказал: все то, что вы сделали, не имеет для меня такой большой цены, как судьба одного этого человека. Все были в шоке. В течение целого года или больше они трудились, чтобы все это сделать. И они столкнулись с такой реакцией. Он сказал: найдите его во что бы ни стало. И сказали ему: Гуру Махарадж, мы пытались его найти, нигде невозможно его найти. Мы пытались как-то. Сказал: найдите его во что бы ни стало. Ему сказали: это большой город, огромный город. Как можно его найти? Это все равно, что искать иголку в стоге сена. Сказал: хорошо, тогда мы не будем открывать этот храм. Весь пир, который был приготовлен, все остальное, все поставлено было под угрозу из-за одного этого человека. Вот. И тогда один из брамачари вспомнил, что этот преданный, однажды он увидел его, как он чинил часы, разобрал часы и починил часы. У него была эта способность. Он подумал: надо поискать в часовых мастерских. И они отправили целую экспедицию брамачари на рынок прочесывать все часовые мастерские. И в конце концов в одной из этих часовых мастерских они нашли, они расспрашивали у хозяина, и хозяин сказал: да тут какой-то один появился, он похож на того, кого вы ищете по описанию. Они нашли его, когда они пришли к нему, он заплакал, он сказал: Кришна услышал мои молитвы. Все это время, пока я был вне храма, я молился, мне стыдно было вернуться самому.
Я молился о том, чтобы Кришна кого-нибудь послал ко мне, чтобы меня забрали обратно. Я не мог прийти, потому что мне стыдно было, но я ждал, когда кто-то придет, когда Кришна проявит обо мне заботу. Вот. Когда его привели, Бхактисиддханта Сарасвати обнял его. Позже этот брамачари стал саньяси и очень много сделал для него. Но это один из многих примеров того, каким образом мы должны понимать, что это не что-то, что мы хотим или не хотим, можно делать, можно не делать. Это есть нечто, что обязательно должно быть в нашем обществе. Это обязательный, необходимый элемент. Более того, это не просто какой-то элемент нашего общества, это некая ось, стержень, фундамент. Если этот фундамент есть, то все остальное есть. Если этого фундамента нет, то все остальное тоже разрушится.